Мы во многом не угадали. Мы действительно, как все говорят, генералы готовятся к старой войне. Готовились к такому, что вот как в 2010 году. Это ошибка. И войска, и ОМОН к этому готовили. Жизнь показала совсем другое. Жизнь показала, что все те площади и их разгон и на этом разошлись уже нет. Противник другой, он более маневренный, он одновременно бьет во всех местах, причем не только по месту, но и по тематике, и больше всего в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по вузам, и вот у вас на все хватило сил. И я скажу так, вот эти вот первые 4 дня, когда группы атаки, о которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну, перевели это уже в такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти там, захватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот как в Чечне, да, пока большие массы солдат, там, действуя бригадами, отбивались от мелких укусов снайперов, гранатометчиков противника, то шло в неправильную сторону. Как только группы спецназа по 15 человек стали находить боевиков в их лагерях, да, и у тех земля под ногами загорелась, их родная, кстати, земля. Вот, а русские солдаты их гоняли на своей земле, только уже не солдаты, а спецназовцы типа вас. И тогда и смогли переломить ход Чеченской войны. И здесь у нас также. Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать, и мы уже с остальными органами национальной безопасности, комитетом, с армией, с погранвойсками их преследуем. И они уже бегают от нас. Я вот чем больше думал над всем этим, тем больше туповатый, недалекий, в большинстве своем, а вот правильно говорят, жирные обыватели, они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и спокойно. Дальше 5 метров вокруг себя они не видят. Они столько не читают. У них вот тут потребности ограничены. Их личное благосостояние. Потом они начинают размышлять о сути, какой могла быть бы страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподносятся журналистами, политологами, телеграм-каналами и так далее. Сами они анализировать и думать не всегда умеют. Не государевые, не люди. А мы с вами государевые, которые на обеспечение этого населения, его величества обывателя, работаем. Они неблагодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся, и когда они похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может проанализируют, кто ее выбирал. Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, суки, ешьте. Ну, потом же назад ничего не вернем. Не имеем права мы им дать попробовать сравнение, как могло бы быть. Еще раз вам спасибо. Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Особенно СТВ. Все бросайте и находите эту тварь и убивайте. Мое вам такое наставление. Спасибо. Ответное слово говорил глава государства. Ну, решил не по протокольному. И говорю, он упомянул про новый там, как называется, антикризисное управление. После Конституционного совета. Я говорю, так, президент, вспомнил фильм «Корона Российской империи», где в Париже 2 царя делили корону Российской империи и тоже поддерживали буржуазные западные значит, спонсоры целую операцию, но им для символа нужно было да, все убрать корону Российской империи, и теперь чекисты неуловимые мстители, кто такие, как вы, не позволили им этого сделать, чтобы все смеялись. А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что ну хорошо, что вот так легко, не с войной, но с бедой
научилось белорусское общество, и я говорю, новый мем. Синие жопы спасли страну. До свидания.